Вот, очень много идут разговоров о демонстрации 1 мая. Ну, я должен сказать не потому, что хочу там оправдаться. Ну, во-первых, я как председатель Совета Министров не занимался демонстрацией. Это не мое направление было. Это направление Центрального комитета партии, аппарата его. Но я знаю, как вот руководитель штаба, я знаю, что не было вот такого разговора, что вот, допустим, кто-то в Киеве говорит, не надо проводить демонстрации, а Москва, мол, давайте проводить будем демонстрации. Такого разговора не было. Вот. И мы очень внимательно следили за Киевом. Я не скрываю. Мы чрезвычайно внимательно следили. Мы поручили киевскому руководству, украинскому руководству, и ездили туда, Израиль ездил, определили точки в городе, где мы брали все время замеры радиоактивности. Вот. И на Владимирской горке, кстати сказать, я знаю точно, что брали. В общем, были определенные точки, откуда мы получали замеры. И мы видели, что для Киева не угрожает, нет такой опасности. И не было даже разговора о том, что эвакуировать город. Мы знаем, что была маленькая паника. И вот в этом отношении мы тогда вели очень серьезный разговор с руководством, украинским руководством. Ну что, не знаю, насколько это правда или нет, но показали пример именно, значит, семьи высокопоставленных людей, киевлян, которые, значит, стали отправлять своих родственников и так далее. Мы тогда действительно имели очень серьезный разговор, что вы показываете пример. Вот вам, пожалуйста, вот замеры. У вас есть ученый, прекрасный ученый Борис Евгеньевич Патон со своей академией. Если вы не верите, значит, пожалуйста, вы, значит, опровергните. Но никакой опасности не было в Киеве. И вот эта вот маленькая паника, которая была немножко, она в какой-то степени была остановлена. А в отношении эвакуации такой вопрос не рассматривался. Политическую карьеру, я бы так сказал. Карьеру, должностную карьеру, какую-то карьеру там, руководителя не было таких, не было. Наоборот, были пострадавшие, кто преждевременно умер, кто в петлю залез. Таких не было. Я хочу напомнить, что когда стал вопрос, ну, уже прошла первая волна, уже мы поняли, что к чему, работы были проведены определенные, стал вопрос о том, чтобы наградить людей. Мы обсуждали это на комиссии, мы пошли на этот шаг, что надо было людей отблагодарить. Не только материально, но и морально. И мы тогда приняли решение, что ни одному человеку из комиссии, нашей оперативной комиссии штаба, ни одному заместителю председателя Совета Министров, а они все были там, все, до единого, никакого ордена, значит, не давать. Это очень тяжелое время для государства. Мы выполняли свой долг. Те люди, которые непосредственно были там все время, значит, их надо благодарить. А мы считали, что этого нельзя делать. И, кстати сказать, правда, несколько человек вот год назад получили уже от российского руководства, по-моему, ордена. Но большая часть из нас, мы ничего не получили, вот уже 12 лет будет, мы ничего не получили. Последние годы мы только критику получили, очень огромнейшую. Вот. Поэтому мы, да, а вот политическую карьеру, да, многие сделали, очень многие сделали. Депутатами многие стали, из Украины, и особенно из Беларуси, депутатами Верховного Совета СССР, союзных республик. На этом нажили огромнейший политический капитал.
Вы обратите внимание, что с 86 года примерно по 89 год, то есть 3 года, нормально шло все. Были недостатки, критика была, и я сам критиковал, и меня критиковали. Но это нормальная шла работа, нормально. Мы знали, что в этом году сделать, когда Славутич надо построить и так далее. А с 89-м, вот когда пошли выборы, сначала Верховный Совет СССР, а потом Союзной Республики через год, в 90-м году, ну тут мы уже почувствовали. И все в раз изменилось, все в раз. И те люди, которые, значит, которые отдавали все, и свое здоровье отдавали, ну все, значит, мы ни с чем не считались, абсолютно. Вот. Ну трещит этот, значит, там, этот прибор. Не будешь же удирать от реактора или прыгать с вертолета, когда ты в радиации находишься. Вот. А тут, значит, вдруг мы стали враги. Мы стали враги. И нас стали критиковать. Даже вот 2 года назад, было десятилетие, я поехал на кладбище наше, где похоронены ликвидаторы, значит, похоронены. Но, во-первых, был митинг. Никто не предложил мне даже выступить. Хоть бы 2 слова сказать. Но это же никто абсолютно. Я сам не просил, но не буду же я рваться, значит, так, дайте мне выступить. Но приличия ради ведь могли подойти, тем более я стоял там, значит, ну, не президиум, а там как-то вот, пьедестал какой-то, значит, там народу много, может, 30-40 стояло, я стоял там. Ведь могли сказать, Николай Иванович, но вы же были в пекле в этом, вы же, значит, занимались этим. Никто, ничего. Ну, а потом ехали, значит, один ученый, или я не знаю, эрзац ученый, их тоже таких много. Вот, Николай Иванович, почему вы гасили реактор свинцом и, значит, песком там и так далее? Я говорю, а чем я должен гасить? То, что порекомендовали ученые, тем я и делал. Я не сам придумал. Были ученые у нас, Легасов был покойник, были другие. Вот, Велихов был, были другие академики, и потом там, и сколько у нас было таких специалистов. Они пришли к этому выводу, и мы выполняли рекомендации, мы же сами не придумали ничего. Нет, надо, он начинает рассказывать, чем надо быть. Слушай, я говорю, дорогой мой, ты где 10 лет был? Ну почему ты не пришел тогда, 10 лет назад, и сказал, слушайте, это чепуха, вот хорошо. Почему ты тогда, почему ты сейчас, через 10 лет, ты начинаешь мне давать рекомендации? И ты начинаешь меня обвинять, что я не тем гасил. Я говорю, так ты обвиняй тогда вертолетчиков, которые погибли, которые над жерлом там швырялись. И, честно говоря, я не очень хотел и вам давать интервью. Вам передали или нет? Я не хотел вам давать. Я вообще закаялся давать интервью по Чернобылю. 2 года назад или 3 года назад, тоже такой же вот юбилей, а годовщина. Наши московские упросили меня, чтобы я вот так побеседовал. Я с открытой душой беседовал. Потом посмотрел через несколько дней, сам себя не узнал. Значит, ну такую нагородили, значит, все вывернули наизнанку, и я оказался дураком. Да. И я сказал, что все, я больше не буду никаких интервью давать. Пока не повернутся у людей мозги, пока не сделают переоценку, что те люди в далеко 12 лет назад, они все отдавали, чтобы, значит, справиться с этой страшной стихией. Никто же никогда не сталкивался с подобным. Да весь мир должен благодарить тех людей, кто это прошел. Это же не только наше достояние, цинизм, это, но не только наш горький опыт, это же опыт мира. Вы посмотрите, как ученые мира, когда они получили все данные, говорят, боже мой, мы в жизни не думали, что это можно, что это, значит, вот так происходит, что то, что вы накопили, такой огромнейший опыт. Они, ученые мира, они начинают, уже давно поняли, лет 5 назад поняли, что мы прошли горнило и что мы дали миру.
наши, значит, бьют наизнанку. Я поэтому и сказал, и я не сразу дал и вам, кстати, согласие. Я сказал, не буду, вот он за мной ходил, я говорил, не буду давать. Я дал слово, я зарекся. Вот когда мозги повернутся, вот тогда, если я жив буду, значит, тогда поговорим. Не буду жив, ну, после нашей смерти, я уверяю, придет время, нам спасибо скажут. Уверяю, что это будет. На мой взгляд, Легасов был один из талантливейших людей, атомщиков. Я до аварии, я его плохо знал. Я знал, что есть такой человек. Я встречался несколько раз на совещаниях по каким-то специальным делам. Но близко я его не знал. Я только вот во время Чернобыльской трагедии, я тогда его знал поближе. Конечно, это весьма талантливый человек был, академик. Сравнительно молодой, ему 50 лет не было в то время. И когда это все произошло, когда мы сформировали правительственную комиссию, ведь сначала была правительственная комиссия, Щербина был во главе, и Легасов был комиссия, мы их же отправили в субботу. Ну, вы, видно, знаете, что я Щербину нашел в Оренбурге утром. Он успел перелететь сюда, и, по-моему, 3 часа дня они уже поднялись отсюда. И улетели, вечером уже были в Припяти. И там был Легасов. Был. И он, конечно, сыграл огромнейшую роль, выдающуюся роль, потому что нам ведь не нужен был человек, который разбирается в реакторе, значит, конструкции реактора. Там уже химические, физические процессы шли. И там нужен человек, кто разбирается именно в физике и химии, а не в конструкции какой-то, потому что все разрушено, что там о конструкции говорить. Именно он человек этот был. И он, занимаясь атомными делами, но вот узконаправленные физические, химические процессы, он оказался как раз очень чрезвычайно нам полезен. И многие рекомендации, в том числе погашение реактора, значит, дальше идет реакция или не идет реакция в реакторе, это же самый страшный для нас был вопрос. Или нам ждать еще взрыва, или, значит, все-таки будем хоронить это все. Он очень много дал, значит, нам сведений. Кстати, он первый тогда на бронетранспортере подъехал прямо к реактору. Он потом звонил мне домой, я часа в 2-3 ночи приехал с работы, значит, и он звонил, докладывал, я говорю, а как узнал? А я, говорит, подъезжал к реактору. Я говорю, ты что, с ума сошел, что ли? Ну а что вы? Надо, говорит, было воочию увидеть. Он подъезжал к реактору. Кстати, я думаю, что мы так и не нашли того лейтенанта, кто с ним был. Он живой или мертвый, он сейчас, я не знаю. Вот. Но он с лейтенантом подъезжал к этому реактору. То есть он сделал очень много. Потом, когда было награждение, мы поручали там отделом, соответственно, и мы увидели, что Легасова нет в списке награждения. Хотя предварительно был разговор, что Легасова надо обязательно. Мы спрашиваем тот отдел, руководителя того отдела ЦК, который готовил наградные списки, а где Легасов? Ну, мы получаем ответ. Вы знаете, он заместитель директора института Курчатова, а реактор это Курчатовский, разработка Курчатовского института. Никто нас не поймет, что вот, значит, мы награждаем его. Мы говорим, кстати, у нас единое мнение было комиссии. Какое это отношение? Во-первых, когда он имеет. Во-первых, когда проектировали этот реактор, он и в Москве даже не жил, он еще в Сибири работал. Вот. Второе, он никакого отношения к этому реактору не имел и не имеет. Он совершенно занимается другими вопросами. Химией занимается, радиоактивной там химией. Я плохо разбираюсь в этом деле. Поэтому говорю, нет, мы настаиваем, чтобы ему дать Героя Сослужения. Он все-таки, значит, как говорят, многое спас. Ну, комиссия поддержала, отдаем документы. А по установившись в то время положению, Политбюро рассматривало только ордена, только героев соцтруда или героев Советского Союза, орден Ленина,
Я не помню, Октябрьской революции рассматривали, нет, не помню просто. Но то, что орден Ленина, это точно. Вот. И когда на Политбюро вынесли этот вопрос, ну, там доложили, что награждается там несколько тысяч человек, из них вот героев Советского Союза вот такие-то, это военные, вот, герои соцтруда вот такие-то, там, очень немного было. И орденов Ленина, значит, в списке были. Мы получили перед началом заседания Политбюро это все. Когда увидели, Легасова нет в этом списке. Вел Горбачев Политбюро. Как сейчас помню, почему-то вечером это заседание было. Мы говорим: Михаил Сергеевич, почему нет Легасова? Я говорю: почему нет Легасова? Он начинает то же самое. Нам говорит: ну, знаете, вот никто не поймет, туда-сюда. Мы вообще заняли очень жесткую позицию. Я, Лигачев и другие. Мы заняли очень жесткую позицию, что так не полагается делать. Ему снова доказываем, что мы рассматривали на комиссии. Мы считаем, что надо его наградить. Почему снова кто-то теперь вас сбивает? А он же был, я не помню, Горбачев был председателем Верховного Президиума или нет в то время, или уже Громыко был, ну неважно, все равно Политбюро это все делало. Вот. В общем, мы напустились на него буквально, что это недопустимо. Но мы чувствуем, что кто-то его настроил. Мы вообще до сих пор примерно предполагаем, кто это сделал. Примерно. Но, как говорят, не пойман его. Не могу я сказать фамилию его. Не могу. В общем, короче говоря, давайте немножко погодя, значит, пройдет немного времени, там несколько месяцев, все утихомирится, тогда давайте, значит, его наградим, а ему было, скоро должно было 50 лет исполниться. Я не знаю, через полгода или через сколько, не помню. Ну, в конце концов, мы видим такое дело, мы согласились, хорошо, но только учтите, мы еще раз говорим, что он заслужил. Ну, а ничего же тайное не может быть навеки тайны. Конечно, готовят в одном месте документ, в другом месте документ, просачивается информация. Вот. И в институте его уже поздравляли с присвоением Героя соцтруда. А потом выходит указ, ему ни медальки, ни ордена, ни медальки, ничего. Еще подогрело то, что через какое-то время ему исполнилось 50 лет. Никто его не наградил. Славский Ефим Павлович, бывший министр, вручил ему часы. Вот и все. Ну, человек он неординарный. Валерий Алексеевич был, как всякие ученые, легко ранимый. Ну и все, не выдержал. Я думаю, там то и другое было. И было, конечно, то, что он нахватал достаточно большие дозы. Это не могло не сказаться, это совершенно очевидно, потому что когда он приехал оттуда, по-моему, одежду, значит, снимали с него, потому что все звенело все. И второе, конечно, он психологически очень легко ранимый был, и все это привело к этому. Я считаю, что это на совести некоторых людей, 2-3. Вот. Ну, придет время, мы фамилии скажем. Может быть, здесь и есть какие-то проколы, те действия, которые были. Ну, во-первых, о маршале Ахрамееве. Я должен сказать, что это один из выдающихся военачальников нашего времени. Вы знаете, он фронтовик, он молодым парнем на фронт попал, прошел всю войну. И после войны служил везде, стал маршалом Советского Союза. Он в то время был начальником генерального штаба. Может быть,
вот такое не очень благополучное сочетание толкнуло на то, что где-то мы с военными правильно поступили, абсолютно правильно. Может, где-то надо было, значит, по-другому, допустим, может, меньше брать резервистов, может быть, больше, значит, брать спецвойска. Тут, по-видимому, что-то, видно, военные не очень хотели трогать свои части, и поэтому решили вот резервистов. Но, в принципе, сделано было правильно. При такой ситуации, которая сложилась тогда, без военных невозможно было обойтись. Я вам приведу только два примера. Первый. Как не печально, но гражданская оборона, существовавшая в то время, она себя никак не показала. Вот, казалось бы, разветвленная сеть была гражданская оборона, начиная с самого верха и кончая чуть не до района, до города. Везде были офицеры, которые занимались этим делом, учили население, значит, рисовали карты, рассказывали, что будет, значит, с зданиями, если атомная бомба упадет там 10 километров где-то. Я сам в свое время проходил этой работы на заводе. А вот когда случилось, они расписались. И мы на какой-то день мы это поняли. А если точнее, то мы поняли 1 мая. Вот после того, как я рассказывал, была демонстрация. После демонстрации там же у меня прямо в кабинете в Кремле мы собрали оперативный штаб после демонстрации. И после доклада командующего, начальника гражданской обороны, мы поняли, что они не готовы, абсолютно не готовы. Мы говорим о том, что делать, там, обмывать, там, на улице дома, там, снимать грунты там, и так далее. Нам говорят, а вот сколько щеток мы пустили, дороги чистить. Ну, мы поняли, что это дело несерьезное. И, в общем, тогда я дал указание Ахрамееву, чтобы он немедленно включал войска. Это вот первое. Так что какая-то часть, вот то, что стали брать резервистов и бросать туда, она связана с очень слабыми действиями гражданской обороны. И потом мы уже сделали выводы, и после Армении мы сделали выводы, и мы считаем, что то, что мы закладывали когда-то в 1989 году, чтобы гражданская оборона была в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям, то, что у нас, по крайней мере, у нас в России, это совершенно правильно. И вот мы шли к этому, то, что сегодня делается, я думаю, у нас, по крайней мере, эффективно это работает. Хорошо. Мы видим, что эта система, которую мы закладывали в 1989 году с Догужиевым, она сегодня окрепла у нас в стране. И вот первый толчок сегодняшних МЧС, как у нас называется, это именно был Чернобыль. И именно вот, значит, слабые действия гражданской обороны. И они, конечно, повлекли к тому, что мы дали указания армии, а они, значит, мобилизовали резервистов. Это первое. Второе. 1 мая мы убедились, что Министерство здравоохранения СССР и Украины, кстати сказать, вот, не выполняет свои функции, не справляется со своими функциями. Надо было этот район окружить со всех сторон пунктами, медицинскими пунктами, развернуть медицинские все пункты. Надо было проверять людей, значит, щитовидку надо проверять там, и так далее и тому подобное. Они не справлялись, просто не справлялись. И мы вынуждены были 1 числа, если не ошибаюсь, я тут же подписал постановление правительства о мобилизации, по-моему, 6 медицинских батальонов, 6. И мы призвали резервистов.
Ну, вы знаете, врачи, все на военном учете стоят. И мы их призывали. По-моему, через 2 дня уже батальоны были там. Генерал, если не ошибаюсь, Комаров был, военный медик, он очень оперативно делал. Так что это правильно было сделано, что мы медицинские батальоны развернули. Мы ведь пропустили тогда через эти импровизированные, значит, вот, медицинские, значит, учреждения, палатки стояли уже, проверяли все. Более 5 миллионов человек, 5,4 миллиона мы же пропустили. Потом они уже стали через институты ходить и так далее. А сначала ведь в полевых условиях все это делали. Так что то, что вот место гражданской обороны мы кинули в действующую армию, я считаю правильно. Что мы развернули медицинские батальоны резервистов, я считаю, абсолютно правильно было сделано. Другой разговор, надо ли было брать столько резервистов? Может быть, больше, значит, сосредоточить, допустим, взять части там химиков, там еще, значит, специальные части и бросить туда. Я думаю, тут, по-видимому, что-то были перегибы. Я помню одно, что эта идея родилась в первые дни, буквально в первые дни. Окончательно сформулировалась эта идея, что вместо гражданской обороны, которые расписали в своем бессилии, надо бросить туда армию, раз. Второе, что медицинские эти батальоны надо немедленно призвать людей и отправить туда. Это было 1 числа, 1 мая. А вообще привлечение армии, как вертолетчиков, авиационников, химиков, эта идея, она, я вам скажу, была 27 числа, 27 апреля, когда приехал 26-го Щербина с отрядом, прилетели, и они в 8 часов вечера были уже в Припяти, оттуда мне звонили, это была суббота, то тут же он говорит, что Николай Иванович, надо, пока не поздно, подтягивать вертолеты сюда, надо подтягивать, значит, бронированную технику, что же он еще, химиков. И я тут же, как говорят, лежала трубка ВЧ, и я брал другую трубку, значит, там, правительственного аппарата, я позвонил Соколову домой, маршалу, министру обороны, его не было, он был в отъезде, в командировке. Я нашел Ахрамеева, вот, нашел и говорю, вот так и так, вот у меня лежит рядом трубка, Щербина кто-то говорит, что надо, пока не поздно, пока еще время есть, надо, значит, вот, поднимать химиков, поднимать вертолетчиков, поднимать еще другие рода войск. И это было сделано в ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 апреля. И в течение воскресенья вертолетные части, а их же надо тоже перегонять было, они же не под Киевом были. Вертолетные части, они стали группироваться, ну вы знаете, где на стадионах, там, значит, в том числе Чернобыле на стадионе стояли. Так что это какая-то часть, особенно специальная часть военная, она была решена, по сути дела, первые сутки. А вот более широкомасштабное привлечение армии вместо гражданской авиации и медицинские батальоны, они были приняты решение 1 мая.